Всем привет! Сегодня у нас второй урок на тему автоматизация постинга. И в этом уроке мы научимся делать форму авторизации на сайте и парсить внутренние ссылки сайта в нашу базу данных SQL. Для этого нам понадобится рабочий сервер SQL. То есть вы уже должны его установить, настроить у себя, создать базу данных. В моем случае это тест, вы можете создать любую. И донор. Донор это сайт. Еще его называют в узких кругах платник. Так, установленное имя в первом экшене. Это нужно для того, чтобы автоматически создать таблицы в базе данных, и это упрощает сильно работу. То есть берем, прописываем нашу переменную. То есть платник, наша переменная будет так называться. Вот она, имя переменной. Мы ее установили, имя Кинофильмс. В дальнейшем мы просто берем следующие экшены, создаем две таблицы. Это будет сейчас одну минутку. Постинг. Вот таблица Grade Table. Наш платник впереди стоит. И парсинг. Вот, проверяем. Две таблицы созданы. Они пустые. Строки 0,0. Замечательно. Первый этап есть. Вот это сюда приклеим. Дальше нам нужно сделать форму авторизации. Переходим вот на следующий экшен. Этот я пока экшен пропускаю. Загрузить профиль не рассказываю о нем, потому что еще рано. Следующий этап это просто клик, переход на страницу. Это главная страница сайта. И здесь мы видим, я на нем уже заранее зарегистрировался, у меня уже здесь есть аккаунт. Вход и регистрация. Что мы делаем? Нам нужно спарсить вот этот текст. Так мы узнаем, залогинены мы или нет. Берем экшен взять текст. Берет он регулярные выражения. То есть вот как текст есть, так он и есть. В регулярное выражение он попадает нормально. Ложим его в переменную номер 3. Это автоматическая переменная. Значит, взять текст. Следующий экшен, это логический экшен. Он берет нашу переменную, вот эту, номер 3, и сравнивает ее с пустотой. То есть она должна равняться пустоте. То есть логика такая. И если мы не нашли этот текст, значит мы авторизированы, то есть залогинены на сайте. Если мы же находим этот экшен, текст, мы должны пройти процедуру авторизации. Итак, проверяем. Берем текст, сравниваем. Нас кидает в ошибку. То есть смотрим по экшену. То есть текст нашло, не равняется пустоте. Все. Дальнейшие действия наши такие. Мы можем прямо сюда нажать. Нет, нельзя этого делать. Всплывающее окно. Здесь я всегда делаю так. На всякий случай, мало ли какой баннер выскочит на сайте, чтобы не было ошибок. Просто переход опять-таки на главную страницу. Прописываем клик, наводимся на этот, в конструктор действий, наводимся на наш нужный элемент, прописываем в конструктор действий. Здесь желательно выбрать не текст, а класс или ID, если есть ID нет. Name. Ссылку, смотрим ссылку. Опять-таки ссылка ничего не дает, пусто. Вот класс. Класс очень хитрый сайт, прячет от нас все, что можно спрятать. И ничего не остается, кроме как искать этот элемент по тексту. Текст должен быть неизменен, я думаю. Ставим действие клик, добавить в проект. Тестируем. Замечательно. Все сработало. Так, дальше нам нужен наш логин и пароль. Опять-таки кликаем сюда. Следующий конструктор действий.
Здесь вот имя атрибута name, значение mail, тип поиска текст, то есть все работает. Set мы сюда вставляем, значение, вот видите, здесь уже опять-таки все спрятано. В этом случае нам поможет эмулятор клавиатуры. Отличная вещь. Заходим, берем наш ранее подготовленный логин, прописываем. Так, запускаем эмулятор клавиатуры. Отлично, есть. Теперь то же самое. Конструктор действий. Давайте посмотрим, что сюда нужно. Вот здесь уже есть значение. Я не знаю, почему так случилось. Конечно, можно разобраться, но не суть важно. Лучше будет, конечно, если и тот способ у вас будет под рукой, потому я здесь, там оставлю так, а здесь сделаю по-другому. Смотрите, set, и просто прописываем значение. Пароль у нас такой самый элементарный, раз. Так, вот. А сюда я прописываю чисто значение. Вот, пароль есть. Я здесь забыл один важный элемент. Прошу прощения. Начнем все сначала. Так не будет работать. Мы забыли сделать клик по нужному полю. Вот. Теперь я нажимаю мышкой сюда, в конструктор действий, и здесь просто делаю клик. Вот. Давайте проверим все сначала. Так, главная страница, клик по кнопке вход, регистрация, клик по нашему полю, элемент имитация клавиатуры. Прошло. Здесь мы вставляем прямо значение в нужный элемент, пишет, все нормально, и клик по кнопке войти. Раз, добавить клик, все. Итак, мы залогинены, мы видим здесь наш логин. Следующий элемент будет у нас сохранить профиль. Сохраняем профиль, он падает в корень нашего шаблона StartProf и проверяем работоспособность формы авторизации. Для этого мы запускаем наш проект сначала. Все скидывается, все куки скидываются, обнуляется, в общем, все переменные, все, что мы сделали. Остается только голый рабочий шаблон. Устанавливаем переменную, загружаем профиль, переходим на главную страницу сайта. Мы глазами видим, что мы залогинены, но шаблон еще наш не знает, залогинены мы или нет. Делаем проверку на авторизацию. Берем текст, как мы помним, вход, регистрация. Логический оператор вход, регистрация должен быть равен пустоте. Так оно и есть. Все, форма авторизации готова. Так, таблицы мы уже создали, вот эти два экшена. Ставлю их на место. Устанавливаем значение переменной page, страница. Смотрим. Ищем, нам нужно найти, где здесь трейлеры. Я хотел показать. Вот, трейлеры. Итак, смотрим. Это здесь внутренние ссылки, все. На практике вы будете парсить все страницы. Вот видите, здесь хорошо как бы все прописано. Я просто перешел на вторую страницу, и мне сразу в адресную строку сайта сбросило элементы перелинковки. То есть мы просто прописываем, что это нам нужна первая страница, счетчик на 1. Здесь мы прописываем вот этот элемент логический. Это page должно быть меньше конкретной страницы. Мы просто переходим, обычно я делаю так. Смотрю, какая страница у нас последняя.
много здесь будет? 5. Ну давайте попробуем 9. 9 есть. Давайте попробуем 33. Ну, в общем, я не буду искать последнюю страницу. Логика такая. Мы просто ищем последнюю страницу вот во всей этой перелинковке и прописываем ее здесь. То есть там может быть 500, 600, 700 на разных сайтах по-разному. Мы возьмем для примера только 3 страницы. То есть после того, ну, чтобы 3 это на 1 больше, 4. Когда дойдет до третьей страницы, оно ее спарсит. Потом пойдет на еще один круг парсинга, и мы уже этот экшен, это логический оператор, сбросит нас уже на дальнейшие действия. Итак, начнем. Переходим на первую страницу. Вот, мы ее нашли. Здесь прописываем 4. Перелинковочку строим следующим образом. Здесь у нас будет стоять переменная. Так, вот это переменная будет page. Мы ее здесь установили единица, равна единице, пробуем, тестируем. Все, нас перекинуло куда нужно. Берем код. Это HTML код страницы. Попадает он в переменную HTML. Есть код, все отлично. Это у нас конструктор регулярных выражений. Вы с ними должны будете разобраться самостоятельно. Очень таки интересная штука. Сюда мы кладем весь код этой страницы. Нам здесь нужно в этом коде найти все ссылки на внутренние страницы сайта. Ну, то есть в данном случае непонятно, то есть браузер нам не показывает страницу. Ну ладно, будем исследовать. Вот ссылочка в конструктор действий. Это дело закроем. Здесь мы можем, я нажал, забыл рассказать, извините, исследовать элемент. Сейчас мы его чуть-чуть это окно сюда поставим, чтобы было удобно. Вот. Мы видим, что это ссылка. Конструктор действий. Берем ее значение. Выставляем, что нам нужна ссылка. Вот, мы ссылочку получили. Смотрим, ищем ее в коде. Так, я всегда ищу с конца. Так оно и есть. Теперь нам нужно выделить элемент, типичный для этой ссылки. Вот он. Давайте еще раз посмотрим, что сюда больше подходит. Вот это замечательный элемент, он хорошо подходит. Это элементарный конструктор регулярных выражений. С помощью его можно легко создавать самые простые регулярные выражения. То есть для новичка подойдет. Но уже сложные выражения регулярные вы здесь не создадите. Надо будет уже разбираться самостоятельно. Здесь мы пишем, искомый текст начинается с этого значения и заканчивается так. Давайте сюда добавим еще
еще более точно укажем. После сериала мы поставим, что идет значение цифры. Так, если память не подводит, делается это так. Так, парсим. Что-то маловато взяло, конечно. Так, давайте. Так. Все равно берет 6 элементов. Проверяем. Сколько их на странице? Раз, два, три. Их значительно больше. Так. Сейчас тогда будем искать другой способ. Посмотрим ID и где еще он фигурирует. Это смотрим, ссылка на изображение. Это у нас как бы нужная ссылка, но почему-то ее только 5 штук таких. Почему, не знаю. Шесть, вернее. Давайте посмотрим, сколько таких. Или вот так попробуем. Все равно значение не меняется. Ага, вот, вижу. Есть переменная, иногда пишут сериал, иногда пишут фильм. Все теперь стало на свои места. Так мы и поступим. Здесь берем, перед искомым текстом идет это, потом сериал, потом у нас идет. Давайте я еще сейчас пропишу. Так, вот так. Даже вот это пропишу. И в конце. В конце будет у нас вот это. Тестируем, находит. Нам нужно указать, что первое. Здесь может быть либо то, либо это. Мы можем указать, как оно и было, либо указать через такой ровный слэш, что может быть сериал. Сейчас возьму с конструктора. Так. Берем вот так. Чуть-чуть запутался. Пишем здесь, что может быть сериал. Здесь прописываем, что могут быть любые элементы, то есть числа любые. Пишем слэш d1,7, ну это число знаков, либо 1, либо 7, только числа. И здесь могут быть
только такие же знаки. Так, /d, 1, запятая, пускай 7 тоже. Проверяем. Так, нашло уже больше. Все равно какой-то беспорядок. Здесь может быть скобочек не хватает. Так, ага, 13 элементов. Вот, смотрите. Сериал, фильм, 13. Все, вот регулярные выражения — это вечная головная боль. С ними тяжело работать, в принципе. Вставляем сюда. Это наше регулярное выражение, по которому мы будем парсить внутренние ссылки. Ну, конечно, подсчитать бы и нужно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 где-то, да? Ну, там где-то 20, наверное. В общем, понятно. Здесь еще есть мультфильмы. Опять-таки, их тоже надо туда прописать. Ищем. Вот. Мультсериал. Пожалуйста. Еще что-то попадает, кроме сериалов. Ага, просто мульт. Вот смотрите, мульт — это, наверное, полнометражка. Уже добавляем это все сюда. 17, 18. Нумерация идет с нуля, потому если вы видите 17, то это означает на самом деле их 18. Здесь все бывает очень сильно запутано. В общем, как бы все. Проверяем. Ну, вроде бы как все. То есть 18 элементов. Ставим, парсим с нашего кода эти 18 элементов. Это регулярный парсинг по регулярному выражению. И складываем это все в таблицу парсинга, вернее в список парсинга. Вот он. Пустой, как видим. Это первая страница. Провели. Так, и здесь у нас идет 18 внутренних ссылок уже мы нашли. Все, что мы искали. Увеличиваем счетчик страниц на 1. Логический элемент. Перелинковочка. Следующая страница page. Здесь мы опять-таки берем наш код и обрабатываем нашим регулярным выражением, которое мы уже заготовили. Проверяем парсинг. Пошло, то есть уже 36 страниц. То есть все работает замечательно. Опять-таки повторяем то же самое. Третий раз заключительный. Третья страница. Берем код, регулярочка. Увеличиваем счетчик. Логический элемент проверяет все. То есть мы то, что мы хотели, сделали. Ну, там можно дальше, но мы этого делать не будем, нам оно совершенно ни к чему. Удаляем дубли с нашего списка парсинг. Иногда туда попадают дубли. Ну, в силу тех или иных обстоятельств. Я это всегда делаю. 55 страниц. Так, после того, как мы удалили дубли, давайте посмотрим. 54. Вот, ага, 54, наверное, было. Потом самое простое в нашем деле. Получаем строку с этого списка парсинг. Заменяем ID строка, что это такое.
Ну, вот этот элемент, забыл как называется он в HTML, просто заменяем на вот это, чтобы мы нормально переходили по ссылке. Я всегда это делаю, иногда это нужно очень. Мы можем сюда как на внутреннюю ссылку сделать. Ну давайте допишем все как есть. Смотрите, мы получаем строку, ID строка переменная будет, ID строка, вот, и нам нужен корень нашего сайта. Проверяем. Есть контакт, все работает. То есть мы попали на внутреннюю ссылку. К этой ссылке, чтобы она была рабочая, можно как бы добавить вот этот корень сайта, либо же мы просто в дальнейшем это сделаем. Я никогда не добавляю корень сайта в базу данных, потому что это как бы занимает больше места. Это неграмотно, по сути. Оно не должно там быть. Как бы для оптимизации это не нужно. Мы просто добавим его потом здесь. В следующем видеоуроке я это расскажу. Заменяем этот элемент и добавляем в строку в таблицу парсинг. Проверяем. Вот у нас одна строка появилась. Мы ее добавили. Все, теперь запускаю в цикле, чтобы оно все быстро добавилось. Я надеюсь, вы здесь поняли, что происходит. На одном примере можно было разобраться. То есть я не буду ждать всех 40 элементов. Оно берет строку, меняет и добавляет просто ее в нашу таблицу. После того, как строки в списке закончатся, нас выведет на ошибку и переведет на следующий action end. Это означает, мы закончили парсинг. Все, end. Проверяем нашу таблицу. Видим, все здесь есть. Отлично. Парсинг завершен. Всем спасибо, до новых встреч.